Всем привет! Точнее, наверное, будет сказать всем вечерний привет. Вышли с Брюсом на прогулку, сейчас, наверное, около 8 часов вечера. Вот когда мы шли в Мингороды, мы даже не видели такого заката. А вот только вышли из Мингороды и из деревни, где мы живем, и оказались в полях, и перед глазами, перед нашим взором открылся вот такой чудесный закат. Вы знаете, даже и описывать его, и говорить не хочется. Вот смотришь, и все у тебя перед глазами. Какой красивый закат, надо же. И вот один закат никогда не похож на другой, потому что краски неба никогда не повторяются. И на закате почему-то всегда думаешь, не могу сказать уж прямо совсем о чем-то грустном, но все равно такие вот мысли, что закат – это день прошел, вот каким бы он ни был грустным или веселым, печальным или красивым, все равно день уже прошел, вот, и ты говоришь «до свидания», потому что этого дня уже никогда не будет. Вообще смотришь на небо, не обязательно на закате, вот в любое время всегда какие-то вот лирические настроения такие бывают, правда? И вот мы шли, любовались этим закатом и даже не заметили, как далеко ушли от своей деревни. А шли мы в сторону другой деревни и решили уже до нее дойти и по трассе вернуться домой. Мы шли уже поздно, вот это было уже около 9 часов вечера. Столько было много машин проезжающих, что мы поневоле часто уходили с дороги, вот, и любовались закатами, а здесь совсем другой закат. Краски какие, да, аж бордовые проступали. И вот мы уже пришли до новой деревни Обернфельд, и встретил нас не кто-нибудь, а аист. Перед самым носом вот от этого указателя Обернфельд пролетел и сел на свое гнездо. Но вот как я не приближала, почему-то не приближает камера ближе. И вот на входе в эту деревню, да-да, эта съемка все сейчас же, вечером, я не знаю, почему у меня так ярко видео получилось, не могу сказать. Может, от того, что приблизил этот столб. Вот встретил нас, приветствовал нас такой столб, вот на нем изображения различные, непонятные нам. Но, я думаю, история уже истолковала их. Ему, наверное, уже лет, много-много. Но хотя мы здесь не нашли ни какой таблички с пояснением, что это за столб. А мы прошли по одной из улиц Обернфельда и вышли на трассу. Вот к такому фонтану. Этот фонтан мы видим всегда, когда едем в какое-нибудь путешествие, потому что мы проезжаем через эту деревню туда, но не останавливаемся, потому что мы едем вперед, и назад проезжаем, тоже не останавливаемся, потому что уже уставшие и хочется побыстрее вернуться домой. А вот сегодня вечером полюбовались этим фонтаном, а напротив вот такой камень с гербом этого города Обернфельд и с датой рождения, основания этой деревни. Ей 800 лет. А вот эта церковь, такая тоже красивая, большая, в ночи тихая, молчаливая. Ступеньки освещены, мы полюбовались ей. На часах уже 10 часов вечера, 22:00, и мы уже идем по направлению к своей деревне. На улице тихо, пусто, обходим вот этот огромный фахверный дом, и, как всегда, 1671 год. Вот здесь деревянные конструкции окрашены в бордовый цвет, темно-бордовый цвет. Я уже говорила, что в основном деревянные конструкции окрашены в черный цвет, темно-коричневый, а вот это красивый темно-бордовый цвет. И как оказалось, по надписям мы поняли, прочитали, что это гостиница, а на первом этаже ресторан. Вот видно, что на улицах пустынно, только мы одни идем и любуемся
и любуемся фахверными домами. Уж больно мне понравилось это украшение, изящное, простое и милое. Не могла пройти мимо. И вот мы уже выходим из этой деревни Обернфельд. Здесь написано герб этой деревни, написано счастливого пути, а с другой стороны, если вы только входите в эту деревню, вам говорят добро пожаловать. Вот о чем гласит вот эта надпись. Herzlich willkommen. А мы уже подошли к Мингероде. Ну что, мы зашли в Мингероде, мамуль. Что тут у тебя за рекорд? Ты представляешь, 14 261 шагов сделали мы. А время в пути? Время в пути почти 2 часа. Почти 2 или почти 3? Почти 2, нет, не 3, 2. Так что Странно. идем домой, пока еще нас папа там не потерял. Уже, наверное, потерял. Вышел на поиски. Все, пока.